Привет, друзья! Вы на канале Карева «Жизнь на Кипре». Сегодня у нас 7 апреля. Сегодня, кстати, день рождения у моей лучшей подружки. Я, Ларисочка, тебя поздравляю, желаю тебе здоровья, счастья и благополучия. Самое главное, прилетай на наш солнечный остров, мы тебя очень ждем. Сегодня мы приехали погулять в отель пятизвездочный, который называется Акапулько. Здесь хорошая территория, есть детские площадки, где мы можем хорошо провести время, покушать в ресторане и рассказать вам про последние новости Кипра. А почему мы захотели приехать в отель? Мы захотели приехать на хороший пляж, ближе к воде, потому что у нас уже целую неделю на Северном Кипре песчаные бури. Вы не представляете, какой смог. Мы не видим гор, мы не видим моря. И вот мы приехали, хотим как раз-таки поближе к морю, подышать, погулять. Итак, вернемся к новостям. За последние несколько дней на Северном Кипре происходили интересные дела, а именно с электричеством и стоимостью на электричество. На сегодняшний день электричество на Северном Кипре, я не буду вам говорить по стоимости, сколько стоило, но я вам скажу, что оно было не дешевое, но недорогое. То есть мы платили в районе $50 не в сезон и в районе $100 в сезон за электричество за свою квартиру. Ну и все было прекрасно, пока не пришел счет за последний месяц. И все люди в чатах просто вот выставляют свои счета. И у нас, если в прошлом месяце, за февраль месяц с кондиционерами вышел счет, я вам рассказывала, 600 лир, то в этом месяце кондиционеров было меньше, и счет за март у нас вышел 1500, а у людей и в 3-4 раза больше счет. Это, конечно, врасплох никто не ожидал, и все были в шоке. Что сделали люди? Они вышли на забастовку, покричали, высказали свое мнение, закидали яйцами Киптек, это орган, да, где вот договора мы заключаем на электроэнергию. Просто никто их, кстати, не наказал, этих людей. Все прошло вот прям как, знаете, вот по-человечески. И Совет министров на завтра решил в 2 раза тариф уменьшить. Вы представляете? Люди пришли, покричали и в 2 раза, то есть подумаешь, даже там не на 20%, не на 30%, они подняли в 2,5 раза, а затем они в 2 раза снизили. Вообще, мне это так нравится на Северном Кипре. Итак, друзья, хочу с вами поделиться новостью. Нашему каналу уже 6 месяцев. Как только завели мы канал, очень много агентств недвижимости приглашали меня на работу. Говорили, что я прирожденный риэлтор, я сопротивлялась. И, знаете, поработав бухгалтером больше 10 лет, я ушла в фитнес и поняла, что вот такая работа мне по душе. Я люблю общаться не с бумагами, а с людьми. Я люблю им помогать, делать их здоровее, лучше, красивее. Сейчас я поняла, что я хочу также работать с людьми и делать их счастливее. Максимально хочется, чтобы они сделали правильный выбор. Поэтому я считаю, что я стала сейчас на ступенечку выше. И я являюсь сотрудником крупной компании недвижимости на Северном Кипре. Наша компания уже на рынке более 5 лет.
Мы сотрудничаем со всеми застройщиками Северного Кипра, помогаем людям подобрать недвижимость. Также у нас настолько много в штате сотрудников, что у нас есть люди, которые занимаются конкретно образованием, есть люди, которые занимаются подбором недвижимости, также есть люди, которые занимаются финансовыми делами, помогают людям перевести денежные средства и прочее. И также есть юрист. В общем, это крупная компания, с которой у меня официально есть договор. Мне даже будут платить зарплату. Вот, поэтому поздравьте меня. Я считаю, что это такой шаг вперед, ступенечка и для опыта жизненного, и для своей миссии не помешает. Вот такая новость, которая касается лично меня. Так что, друзья, обращайтесь обязательно по-человечески, максимально искренне, максимально полезно для вас. Мы вам поможем подобрать недвижимость для покупки, чтобы вы переехали на Северный Кипр или для инвестиций. И мы гарантируем, что ваш выбор будет правильный, и вы никогда не пожалеете. То же самое касается и, кстати, алкоголя. Пиво стоило 7 лир, стало 15. Вышли с бутылками пива, с плакатами люди на забастовку против подъема цен на алкоголь. В итоге пиво стоит 5 лир. Вы представляете? Даже меньше, чем оно было. Я это вообще к чему говорю? Что у нас цены растут, но здесь настолько демократично и настолько на Северном Кипре для министров главное во главе человек, народ, что они принимают решения, потому что тяжелая финансовая ситуация, кризис экономический, мировой. Северный Кипр, он не имеет каких-то полезных ископаемых, он чем торговать? Если была пандемия, то только туризма, а туризма не было 2 года. Поэтому, конечно, сложно. Но вот так в общем, у нас тут интересно. Сегодня очень красивое море. Водичка 18 градусов. И уже кто-то даже купается. На Северном Кипре начался туристический сезон. Очень много людей сейчас приезжает. Мы пару дней назад были в аэропорту. И было столько людей, как на Красной площади. Еще пару недель, и здесь все будет в шезлонгах. Будет много людей. Вот такое шикарное море. Прилетайте! Очень много людей приезжают. Я надеюсь, что в этом году будет очень большой такой спрос туристический Северного Кипра. Очень много людей приезжают продавать недвижимость. Кстати, про недвижимость я вам хочу сказать. Вы же знаете, что я с вами делюсь информацией, и я не настолько говорю, когда я вижу даже блогеров, которые просто врут, когда такую недостоверную информацию рассказывают, так приукрашивают, у них все идеально, вообще здесь вообще рай на земле, и я вижу, что это они делают просто с целью определенной для себя, то вам я говорю, как есть, что на сегодняшний день есть на аренду недвижимость, но она очень-очень подорожала. И вообще ее очень мало, смотря в каком районе. В некоторых районах уже не сыскать квартиры. На долгосрок очень сложно найти. Много хотят люди сейчас сдавать на краткосрок, потому что хотят заработать. Это же люди приобрели когда-то недвижимость на курорте, да, они их купили с целью инвестирования. И сейчас у них сезон, начиная с апреля по ноябрь, они хотят заработать денег, потому что декабрь
декабрь, январь, февраль, март было пусто. И люди сейчас на краткосрочную аренду будут хорошо сдавать и зарабатывать деньги. Сюда же едут люди с разных стран. Едут с Израиля, с Ирана. Кстати, с Турции сюда приезжают. Сами киприоты отдыхают. Украина, Белоруссия, Казахстан, Россия, Германия, англичане. То есть сюда приезжают много людей. И поэтому хотят люди сдавать в аренду свою недвижимость и на этом зарабатывать. И также хочу сказать, что большая проблема вообще на продажу. Для продаж квартир. Сейчас, я говорю, мы не знаем, что предлагать людям. Запрос на мой район Алсанжак, у меня есть 2-3 квартиры на определенный бюджет. Когда говорят квартиру, например, вот условно, да, вот мне в последнее время звонят и говорят, мы хотим приобрести квартиру в Алсанжаке, там 1+1, у нас есть $60 000. Но за $60 000 я не знаю, что вам предложить. Я знаю, что на вторичной недвижимости, в домах с трещинами, да, которые я вам никогда в жизни не предложу, такое можно найти. Со старом доме, в старом дворе, не обслуживает бассейн, ничего. Но приличного уже за такие деньги не купишь. А раньше можно было, кстати, купить. И год назад были хорошие предложения на вот эту стоимость. Район Лонг-Бич очень сильно подорожал. Там также ничего не купишь на такой бюджет. Очень мало строительства идет в наших районах. Мало земли, мало строек. Если строят, то точечно какие-то дома, даже иногда без бассейна, потому что на него уже нету места, да, застройщика. Ну, в общем, с недвижимостью на Северном Кипре тоже не так все просто. И кто успел приобрести в определенных комплексах, которые такие красивые, классные, топовые комплексы, там уже совсем ничего не осталось. Тот молодец, тот успел, и я скажу, что комплекс не начал строиться, вы вложили деньги, купили недвижимость. Там вы знаете, что когда он начнет строиться, вы уже можете перепродать. А когда он будет готов, это будет еще дороже. Вот, потому что не так много, не так много строек, и сейчас действительно спрос превышает предложение. В общем, а почему так происходит? Потому что многие люди узнали про Северный Кипр, узнали там с моего канала, с других каналов, от своих знакомых, друзей, через Инстаграм, разные сети, узнают, что есть Северный Кипр, они неплохо бы туда съездить. Потом приезжают сюда, им нравится здесь, они делятся этой информацией также со своими друзьями в Инстаграм и прочее, и люди сюда едут. И поэтому сейчас уже Северный Кипр – это такая не закрытая территория, она очень открытая. И я скажу, что все больше и больше людей будет сюда приезжать. В этом есть и плюсы, и минусы. Я скажу, как я тут живу, я понимаю, что, конечно, такого уже спокойствия, такой тишины уже не будет. Но надо понимать, что это Средиземное море, это курортные места, это вообще месторасположение Северного Кипра, вообще острова Кипр, оно уникальное. И, конечно, оно будет всегда востребовано. И поэтому сюда и едут люди и будут приезжать. Плюс нам нравится отношение к людям здесь, отношение правительства, вот такое. Поэтому welcome! Если вас интересует Северный Кипр, мы вас приглашаем в бесплатно знакомительный тур. Мы вас встретим в аэропорту, забронируем апартаменты, повозим, покажем. Вы посмотрите вообще, что это за остров, что здесь есть и для чего он для вас может пригодиться, да? Для жизни, для инвестирования. Просто приедете, отдохнете, отправите своих детей с бабушками на оздоровление, потому что здесь прекрасный климат, здесь, когда мы приезжаем сюда, все люди становятся красивее, им даже об этом говорят. Они свежие, красивые. Ну что, друзья, я вам рассказала последние новости Кипра. Встретимся с вами через несколько дней и продолжим на том же месте, на том же острове, в то же время. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки и прилетайте на Кипр. Я вас приглашаю.